Часто животное оказывается на улице по банальной причине, его неумение ходить на лоток или терпеть до прогулки. Люди, сделав несколько попыток приучить питомца к туалету и потерпев неудачу, теряют терпение и просто выставляют его за дверь. Другой частой причиной становится поцарапанная мебель или разбитая посуда. Однако самая жестокая ситуация – это когда животное, которое долгие годы было любимцем семьи, оказывается на улице из-за резкой смены обстоятельств. Именно так случилось в Смоленске с кошкой по кличке Огонек. Ее хозяева жили в частном доме, который неожиданно сгорел. К счастью, в момент пожара никого из людей дома не оказалось, поэтому трагедия обошлась без человеческих жертв. Однако дом, где когда-то была счастливая и уютная жизнь, превратился в руины. Люди, потеряв имущество, со временем нашли новое жилье и переехали. Но, к сожалению, они решили оставить своего кота на пепелище, не взяв его с собой. 2 долгих года Огонек жила на месте сгоревшего дома, блуждая среди обугленных остатков, которые некогда были ее уютным миром. Она словно ждала, что хозяева вернутся за ней, но этого так и не произошло. Кошка была вынуждена ходить по соседским дворам в поисках еды и воды. Но жизнь на улице сказалась на ее здоровье. Она сильно похудела, ослабла и стала болезненной. О судьбе Огонька я узнал от женщины, которая живет неподалеку от того самого дома. Она позвонила мне и рассказала, что кошке очень плохо. Уже по фотографии, которую она прислала, я понял, что Огонек срочно нуждается в помощи. Когда я привез ее к ветеринару, мои опасения подтвердились. У кошки обнаружили целый букет заболеваний, от отита и проблем с желудочно-кишечным трактом до серьезных нарушений работы печени. Мы начали курс лечения, но препараты практически не давали результата. Анализы показали сильное воспаление, и врачи приняли решение провести сразу 2 операции. У Огонька удалили оставшиеся зубы, поскольку рот кошки буквально превратился в чашку Петри, настоящий рассадник бактерий. Также ей сделали стерилизацию, поскольку обнаружили воспаление матки. Несмотря на сложные операции, Огонек перенесла их хорошо. Ее состояние постепенно начало улучшаться. Однако проблемы с почками по-прежнему остаются, поэтому кошке приходится регулярно ставить капельницы. Мы продолжаем лечить ее дома, уделяя максимум внимания и заботы. После завершения текущего курса лечения нам предстоит повторно сдать анализы, чтобы оценить динамику. Очень надеюсь, что нам удастся полностью справиться с воспалительным процессом и вернуть Огоньку здоровье. Она уже многое пережила, но не утратила своего доброго и ласкового характера. Теперь наша главная цель – сделать все, чтобы ее жизнь вновь стала счастливой и комфортной.